Всем привет! Предлагаю связать сегодня со мной пинеточки-кеды. Для вязания пинеток я взяла пряжу белую Alize Superlana Classic, 75% акрил, 25% шерсть. В 100 граммах 280 метров, колор 55. Для верха пинеточки Yarn Art Baby, в 50 граммах 150 метров, 100% акрил, колор 635. И для вязания шнурочков у меня вот такая пряжа вискоза Alize Puffy Fine, в 100 граммах 440 метров, колор 55. Состав по 50% вискоза и акрил. Но для шнурочков можно взять любую пряжу, можно хлопковую тоненькую. Я скажу, сколько сантиметров будет шнурочек. 2 крючка для основного вязания, 2,5 и двоечка для шнурочка. Пара маркеров, иголка, чтобы спрятать кончики, и ножницы. Приступим. Одну пинеточку я уже связала. Сейчас буду вязать вторую. Вяжем подошву. Длина подошвы 10 сантиметров. Берем крючок 2,5 и белую ниточку. Нам нужно набрать 18 воздушных петель. Но первую петельку я набираю скользящую, чтобы, когда будем провязывать в последнюю петлю прибавки, чтобы не было дырочки. Вот так накидываю на палец, делаю узелок. Вот так вот. Закрепляю. Вот эта вот скользящая петля, это уже первая петля у меня. Вот это вот вторая. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Теперь в четвертую петлю начинаем провязывать столбики с накидом. Всего нам нужно провязать 14 столбиков. 1, 2, 3. В четвертую провязываем столбик с одним накидом. 1, 2, 3. И так провязываем 14 столбиков. Провязали 14 столбиков. Теперь вот в эту скользящую петельку нам надо провязать 6 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Теперь вот это вот за свободную ниточку подтягиваем петельку, и вот никакой дырочки у нас не остается. Теперь по второй стороне цепочки нам нужно провязать 13 столбиков с одним накидом. 1, 2 и так далее. Всего 13 столбиков нужно провязать. Провязали 13 столбиков. Вот в последнюю вот эту петельку провязываем 5 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4 и 5. Вот здесь вот у нас были 3 воздушные петли. В третью воздушную петлю делаем соединительный столбик. Первый ряд провязан. Вяжем второй ряд. 3 воздушные петли и ровно провязываем 14 столбиков с одним накидом. 1, 2. И так нужно провязать 14 столбиков. Провязали 3 воздушные петли и 14 столбиков с одним накидом. Теперь вот здесь на закруглении, где мы провязывали 6 столбиков с одним накидом в одну петлю, мы в каждую петлю делаем прибавку по 2 столбика с одним накидом. В первую 2 столбика, во вторую 2 столбика, и так еще 4 раза. Провязали 6 прибавок.
Теперь по этой стороне нам нужно провязать 13 столбиков с одним накидом. 1, так 13. Провязали 13 столбиков. Теперь вот в эти 5 столбиков, которые мы провязали в одну петлю, нам также нужно провязать 5 прибавок. По 2 столбика в каждую петлю. 1, 2, 3, 4, 5. Провязали 5 прибавок, и вот здесь, где мы сделали 3 воздушные петли в начале ряда, вот в основании этих 3 воздушных петель нам нужно провязать еще один столбик с одним накидом и соединительную петлю в третью воздушную петлю. Второй ряд провязан. Вяжем третий ряд подошвы, он же заключительный. 1 воздушная петля. Со следующей петли провязываем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Далее нужно провязать 4 полустолбика с одним накидом. Делаем накид на крючок, провязываем 3 петли на крючке, все 3 провязываем. Второй полустолбик с накидом 2, третий полустолбик 4. Затем 5 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5. Теперь вот здесь на закруглении будем делать прибавки. Провязываем прибавка в следующую петлю 1 столбик. Итак, 5 раз. Прибавка в следующую петлю 1 столбик. Второй раз. Прибавка, столбик. Третий раз. Прибавка. Столбик. Еще так 2 раза. Провязали 5 раз прибавка, столбик. Далее делаем еще одну прибавку. Теперь вот по второй стороне мы будем провязывать так же, как провязывали вот здесь, в зеркальном отражении. Провязываем 5 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5. Теперь 4 полустолбика с накидом. 1, 2, 3, 4. И 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Здесь на закруглении тоже будем делать прибавки. Будем прибавки делать столбиками без накида. 4 раза провязываем прибавка в следующую петлю, столбик без накида. Второй раз прибавка в следующую петлю, столбик без накида. Третий раз прибавка, столбик без накида. И 4-й раз столбик без накида. В последнюю петлю провязываем прибавку, 2 столбика без накида. И делаем соединительный столбик в первую воздушную петлю подъема, которую мы провязывали в начале ряда. Все, подошва провязана. Будем дальше вязать бортики. Вот, провязали третий ряд. У нас подошва получилась 10 сантиметров. В конце третьего ряда у нас получилось 62 столбика. И теперь нам нужно провязать за заднюю петлю всю подошву эти 62 столбика. Вяжем одну воздушную петлю, которая заменяет нам первый столбик без накида. И так за заднюю теперь петлю провязываем 2, 3 и так все по кругу. 4, 5 и по кругу провязываем вот за заднюю стеночку 62 столбика.
Вот я провязала один ряд 62 столбика без накида за задние стенки петли. Сделала соединительный столбик в первую воздушную петлю подъема. Теперь нам нужно провязать второй и третий ряд также по 62 столбика без накида, только уже за обе стенки. Делаем одну воздушную петлю, которая заменяет нам первый столбик без накида, и дальше провязываем за обе стеночки столбики без накида. 2, 3 и так далее. Вяжем второй, третий ряд по 62 столбика. Вот я провязала еще 2 ряда столбиков без накида за обе стеночки петли. Всего у нас получилось 3 ряда бортиков. Вот эту петельку соединительную провязала, потом эту петельку немножко вытягиваем, просто вот так ее оставляем. Теперь берем цвет пряжи верха пинеточки, ниточку, и нам нужно провязать один ряд 62 столбика без накида вот этим цветом. Я делаю просто вот так одну петельку на крючке, закрепляю, беру пинеточку и просто где-то сзади вот так вот начинаю вязать столбик без накида и провязываю вот так вот по всему ряду 62 столбика. Вот эту петельку мы просто вот так оставляем и провязываем 62 столбика без накида. Вот когда у меня остается несколько петелек еще до конца ряда, я беру вот эту ниточку, которую мы в начале делали, да, петельку, прокладываю ее и провязываю над ней петельки. Вот так прячу ее. Подтягиваем. В первую петельку делаем соединительный столбик, одну воздушную петлю, немножко вытягиваем, ниточку обрезаем, так затянуть. Вот эту ниточку немножко подтянуть и тоже обрезать. Мы ее спрятали. Все. Теперь вот у нас эта петелька, которая осталась сзади, не провязанная. Чуть-чуть подтягиваем ее. Вот. И вот где вот эта петелька сзади, перед ней, да, крючок вставляем, захватываем вот эту белую петельку, так, и через вот эту цветную протягиваем ее. Все, вытянули. И дальше опять провязываем еще белой пряжей 2 ряда по 62 столбика без накида. Делаем одну воздушную петлю, это первая у нас петелька будет, и дальше также продолжаем 2, 3 и так далее. Вяжем 2 ряда. Вот я провязала еще 2 ряда белой пряжи столбиков без накида. Всего у нас бортики получились 3 ряда белой, 1 ряд сиреневый и 2 ряда белый. Все. Здесь соединительный столбик сделали в первую воздушную петлю, ниточку закрепляем, вытягиваем и обрезаем. Теперь будем формировать мысок. Так, берем пинеточку, складываем ее пополам. Вот здесь вот у нас была центральная линия, вот так вот складываем. И со стороны мыска, вот здесь вот находим серединку. Берем маркер и отмечаем среднюю петельку. От этой петли нужно влево отсчитать 11 петель. Эту петельку не считаем. 2, 4, 6, 8, 10. В 11 петельку ставим маркер. Также с этой стороны отсчитываем. Эту не считаем. 2, 4, 6, 8, 10. В 11 петлю втыкаем крючок. Берем ниточку. И просто завязываем узелок. Все, вот эту можно убрать. Делаем 2 воздушные петли. И дальше будем провязывать изнаночными рельефными столбиками с накидом. Делаем накид на крючок
И вот где у нас вот этот столбик находится, да, мы с обратной стороны захватываем, протягиваем вот так крючок, захватываем вот этот столбик и провязываем столбик с одним накидом. Далее нам надо провязать такую комбинацию столбик с одним накидом, убавка. Все это рельефными изнаночными столбиками. Накид на крючок, с обратной стороны вкалываем крючок, захватываем петлю, провязываем столбик с одним накидом. Далее делаем убавку. Опять делаем накид на крючок, с обратной стороны захватываем, вытягиваем, провязываем, но это не законченный столбик, делаем убавку. Еще раз накид на крючок, следующий захватываем, 3 петли на крючке, провязываем. Вот мы провязали один столбик с накидом, убавка. Так нужно провязать 7 раз. Опять столбик с накидом, далее убавка. Вот так. Так нужно провязать еще 5 раз. Вот я дошла почти до конца ряда. Делаем последнюю комбинацию, один столбик с накидом. Вот у нас остается 2 петельки. Маркер убираем и делаем 7-ю убавку. Все, первый ряд провязан. Второй ряд. Делаем 2 воздушные петли, вязание разворачиваем и провязываем по обратной стороне 7 убавок. Незаконченный столбик, следующую 3 петли на крючке, сделали первую убавку. Дальше вторая убавка, третья, и так нужно сделать 7 убавок. Провязали 7 убавок, делаем 2 воздушные петли, вязание разворачиваем, нам надо теперь собрать все эти петельки в одну. Провязываем незаконченные столбики с одним накидом по всем петелькам. И у меня получилось что-то 2, 4, 6, 7. И провязываем все их одной петелькой. Теперь закрепляем ниточку, вытягиваем и обрезаем. Вот так. Так. Теперь нужно вот здесь вот поверху провязать 12 столбиков без накида, обвязать ниточку. Берем нитку. Вот здесь, смотрите, было 3 ряда, да, получается, где вот первые 3 воздушные, 2 воздушные были не в первую, а во вторую. Продеваем крючок, вытаскиваем ниточку. Так, делаем одну воздушную петлю, это будет первый столбик. Ниточку прокладываем поверху и далее провязываем. Это первый, теперь второй, третий. Здесь не очень удобно, конечно. 4, 5, 6. Вот тут у нас 2 ниточки, одна, которую мы закрепляли. Вот
вот эту петлю, да, и вторая, которую мы сейчас прокладывали. Вот эту, которую прокладывали, можно обрезать. Далее вот эту ниточку будем прятать. Так, вяжем 7. Так. Восемь. 9. 10. 11. И вот здесь тоже. Сюда делаем 12-ю. Все. Одна воздушная петля. Ниточку вытягиваем, обрезаем. Вот эту, которую мы прятали, подтягиваем, обрезаем. Двенадцать столбиков провязали. Теперь будем обвязывать низ пинеточки. Так, вот где мы провязывали за задние стеночки, у нас остались еще вот эти вот передние. Берем вот так вот к себе, поворачиваем пинеточку, берем нитку. Будем обвязывать рачьим шагом. Это столбики без накида, провязаны в обратную сторону. Делаем одну воздушную петлю, ниточку вот так прокладываем, спрячем ее и начинаем провязывать за вот эти вот оставшиеся полупетли столбики без накида. 1, 2, 3, ниточку вот так прячем, 4, 5 и так далее. Всего у нас получится также 62 столбика. Провязываем. Вот я дошла до конца ряда. В первую воздушную петельку, где мы делали, вот так вот продеваем крючок, захватываем последнюю петельку, через нее вот так протягиваем, делаем одну воздушную петлю, ниточку вытягиваем, обрезаем. Вот, все, она соединилась. Теперь ниточку нужно спрятать вот здесь вот сзади в провязанные петельки. Вяжем язычок. Вот здесь, где мы обвязывали 12 столбиков без накида, в них цветной ниточкой провязываем также 12 столбиков. Одна воздушная петля, которая заменяет первый столбик. И так дальше. 2, ниточку прокладываем поверху. 3, 4, 5, 6, 7. Эту ниточку можно обрезать. Теперь вот эту спрячем беленькую, тоже прокладываем вот сюда. Восемь, 9, 10, 11 и 12. Так, вот эту ниточку подтянем белую. Можно обрезать. Второй ряд также вяжем столбиками без накида. Делаем одну воздушную петлю, вязание разворачиваем и начинаем вязание с этой же петли. Нам нужно провязать 12 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. И вот там 12, где была воздушная первая петелька, в нее провязываем 12 столбик. Дальше третий ряд лицевой мы вяжем столбиками с одним накидом. Провязываем 3 воздушные петли, вязание разворачиваем и со следующей петли провязываем еще
11 столбиков. Всего будет 12 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3 и так далее. 12 столбиков с одним накидом. Провязали третий ряд 12 столбиков с одним накидом. Вяжем четвертый ряд. 1 воздушная петля подъема, начиная с первой петли, 12 столбиков без накида. Итак, мы будем провязывать в лицевых рядах столбики с одним накидом, в изнаночных рядах столбики без накида. Двенадцатый столбик без накида делаем в третью воздушную петлю подъема. Итак, провязываем третий и четвертый ряд, повторяем еще 3 раза. Пятый ряд 12 столбиков с накидом, шестой ряд без накида, седьмой ряд 12 столбиков с накидом, восьмой 12 без накида, девятый столбики с накидом, десятый 12 столбиков без накида. Вяжем. Провязали 10 ряд 12 столбиков без накида, вяжем 11 ряд заключительный, сделаем закругление. Не делаем здесь уже петли подъема, просто вязание разворачиваем. Со второй петли начинаем вязать, делаем столбик без накида 1 полустолбик и 6 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Далее 1 полустолбик с накидом, 1 столбик без накида и в последнюю петельку делаем соединительный столбик. Вот у нас получилось вот такое вот немножко закругление. Делаем 1 воздушную петлю, ниточку вытягиваем, обрезаем. Теперь нужно обвязать язычок по краям. Провяжем 1 ряд столбиков без накида, второй ряд рачий шаг. Берем пинеточку, вот здесь вот в первую петельку делаем 1 воздушную петлю, ниточку прокладываем и провязываем, обвязываем столбиками без накида. Где был ряд столбиков без накида, туда провязываем 1 столбик. Где были вот эти вот воздушные петли подъема или столбики с одним накидом, там провязываем 2 петли туда. Вот. Опять следующий ряд столбиков без накида 1 петлю, следующую цепочку 2. Итак, обвязываем по кругу. Вот здесь вот тоже никаких петель прибавок не делаем, просто вот так вот вяжем, вот сколько есть петель, вот так вот до конца. Провязываем столбики без накида. Вот я провязала до конца ряда столбики без накида. Теперь в первую вот здесь вот в конце делаем соединительный столбик. Вот так у нас получилось, так закругленное. И вяжем в обратную сторону 1 ряд рачьим шагом. Делаем 1 воздушную петлю и провязываем в обратную сторону, так же как мы обвязывали низ пинеточки, провязываем столбиками без накида. Так, вот так вот. Итак, в каждую петельку вот так вот вяжем до конца. Вот я провязала ряд до конца, сделала в последнюю петельку ряда соединительный столбик, ниточку закрепила и спрятала вот здесь под провязанные петельки. Все, язычок провязан, будем вязать вверх пинеточки. Берем также цветную ниточку, вот так вот отгибаем язычок. Теперь вот где у нас был рельефный столбик последний, вот сюда вот продеваем крючок, ниточку продеваем, провязываем
одну воздушную петлю, которая заменит нам первый столбик без накида, и обвязываем сверху весь ряд столбиками без накида. 2, 3 и так далее. Всего у нас получится здесь 42 столбика без накида. Вот здесь вот, когда будем провязывать, вот эти ниточки спрячем. Вот эту ниточку вот так проложите сверху. Все спрячем и обрежем. Вяжем 42 столбика без накида. Вот я провязала по кругу 42 столбика без накида. 42 столбик должен получиться также вот сюда же, где был провязан рельефный столбик крайний. Делаем одну воздушную петлю, вяжем второй ряд. Начиная с этой же петли, с первой, провязываем в обратную сторону также точно 42 столбика без накида. 42 столбик будет вот сюда вот в первую воздушную петлю подъема. Вяжем 42 столбика без накида. Провязали второй ряд 42 столбика без накида, вяжем третий ряд. 3 воздушные петли, вязание разворачиваем, пропускаем 2 петли. Вот эту первую, куда мы провязали 3 воздушные петли, не считаем, пропускаем 1, 2, делаем накид и в третью петлю провязываем столбик с одним накидом. Вот у нас получается идет скос, и сразу одновременно мы делаем петельки для шнурочков. И далее по всему ряду провязываем столбики с одним накидом, в конце ряда не довязывая 3 петли. Всего сейчас у нас должно получиться 36 столбиков с одним накидом. Вот 3 мы провязали, еще 33 столбика провязываем. Вот я провязала 36 столбиков с одним накидом. До конца ряда осталось 3 непровязанных петли. Делаем накид на крючок, пропускаем 2 петли и в последнюю провязываем столбик с одним накидом. Все, третий ряд провязан. С этой стороны мы тоже сделали петельку. Вяжем четвертый ряд. 1 воздушная петля, разворачиваем вязание и начиная с первой петли провязываем весь ряд столбиками без накида. Всего у нас должно получиться 38 столбиков без накида. 38 столбик вяжем вот сюда вот в третью воздушную петлю подъема предыдущего ряда. Вот я провязала 38 столбиков без накида. Вяжем 5 ряд. 3 воздушные петли, вязание разворачиваем и также точно не считая вот эту петельку, в которой 3 воздушные петли провязали, пропускаем 2 петли, в третью петлю начинаем провязывать столбики с одним накидом. 1, 2 и так до конца ряда. Тоже остается, чтобы осталось у нас 3 непровязанных петли. В этом ряду у нас будет 32 столбика с одним накидом. Вот я провязала 32 столбика с одним накидом. Также у нас осталось непровязанными 3 петли. Делаем накид на крючок, пропускаем 2 петли и в третью провязываем столбик с одним накидом. 6 ряд. 1 воздушная петля подъема, разворачиваем и также начиная с первой петли в изнаночном ряду провязываем весь ряд столбиками без накида. Всего у нас здесь получится 34 столбика без накида. Все, я провязала ряд до конца. 34 столбик провязала в третью воздушную петлю подъема. Вяжем 7 ряд. 3 воздушные петли, разворачиваем, делаем накид на крючок, пропускаем 2 петли, в третью вяжем столбики с одним накидом. В этом ряду мы должны провязать 28 столбиков с одним накидом. В конце останутся непровязанными также 3 петли. Я провязала 28 столбиков с одним накидом. Делаю накид на крючок, пропускаю 2 петли. В третью провязываю столбик с одним накидом. Вот у нас получилось 3 отверстия для шнурочка. 8 ряд, столбик, воздушная петля подъема, разворачиваем вязание и также в каждую петельку, начиная с первой петли, провязываем столбики без накида. Всего в этом ряду у нас получится 30 столбиков без накида. Вот я провязала 30 столбиков без накида, делаю воздушную петлю, ниточку вытаскиваю и обрезаю.
Все. Теперь будем обвязывать поверху пинеточку. Обвязывать пинеточку будем так же, как мы обвязывали язычок. Провяжем один ряд столбиками без накида и обратный ряд рачий шаг. В первую петельку продеваем ниточку, делаем одну воздушную петлю, вот эту ниточку прокладываем и в ряды, где у нас были столбики без накидов, провязываем по одному столбику без накида, а в те ряды, где были по столбику с одним накидом, провязываем по 2 столбика без накида. Вот следующий ряд 1 столбик, следующий 2 столбика, следующий 1 столбик. Эту ниточку можно уже обрезать. Сейчас я покажу, как на повороте провязать. Провязываем 2 столбика в цепочку. И вот дошли до вот этого последнего ряда столбиков без накида. Вот в эту вот крайнюю петельку мы провязываем 2 столбика без накида в одну петлю. 1, 2. И дальше провязываем со следующей петли весь ряд по одному столбику без накида. Ниточку прячем, вот эту прокладываем. Теперь, когда дойдем вот до вот этого вот поворота, тоже вот в эту крайнюю петельку провяжем 2 столбика без накида в одну петлю. Все. Вот я провязала весь ряд столбиками без накида. В последнюю петельку делаем соединительный столбик, одну воздушную петлю и провязываем весь ряд рачий шаг. В обратную сторону вяжем столбики без накида. Так обвязываем до конца ряда. На поворотах уже мы никаких прибавок не делаем, просто провязываем по одному столбику без накида в каждую петельку. Все, вяжем до конца ряда. Все, я провязала до конца ряда, в последнюю петельку сделала соединительный столбик, ниточку спрятала с обратной стороны. Теперь нам нужно связать вот такую вот эмблемку и пришить ее. Берем сначала цветную ниточку, делаем кольцо амигуруми, на палец накидываем ниточку, вытягиваем петлю одну и закрепляем ее. В это колечко провязываем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Колечко затягиваем. Теперь в первую петлю делаем соединительный столбик. 1 воздушная петля, ниточку вытягиваем, обрезаем. Тут уже можно покороче сделать. Теперь берем белую ниточку, делаем вот такую закрепительную петельку одну на крючке, берем вот этот кружочек наш и в каждый столбик провязываем по 2 столбика без накида. В первый 2 столбика, во второй 2 столбика, третий, четвертый, пятый. Так вот беленькую можно проложить ниточку и в 6 столбик 2 столбика без накида. Подтягиваем. В первую петельку делаем соединительный столбик. Ниточку обрезаем, оставляя кончик для пришивания. Вытягиваем. Теперь будем пришивать.
Так, вот с этой стороны, на этой пинеточке я пришивала с этой стороны, значит, на этой нужно будет пришить вот с этой стороны. Так, вот я продела нитку в иголочку. Теперь будем пришивать. Сейчас я вот это уберу, чтобы фокусировалась камера. Будем пришивать на 2 вот этих вот средних ряда цветных полосок. Так. Вот здесь от последнего 3-го отверстия я отступаю где-то 2 столбика с одним накидом и начинаю пришивать. Захватываю вот здесь вот верхнюю петельку на пинетке и одну петельку на вот этой эмблемке нашей. Но я не до конца, вернее, не насквозь продеваю, да, иголочку, а только по верхней вот ниточке захватываю, чтобы сзади не было никаких стежков. Вот так вот. Опять вот здесь одну и на эмблемке одну. Подтягиваем. Дальше также здесь одну петельку. И на эмблемке одну петельку. Вот. Так вот пришиваем. С обратной стороны у нас ничего не остается. И так пришиваем всю эмблемку по кругу. Все, я пришила эмблемку, ниточку спрятала внутри. Теперь нужно связать шнурок. Берем пряжу для шнурка, какая у вас есть, и крючок 2 миллиметра. Я уже шнурок связала, но я тут показывать нечего, я просто расскажу. Нужно, значит, связать цепочку из воздушных петель длиной 70 сантиметров. И затем, начиная со 2-й петли, провязать 1 ряд столбиков без накида. И все. И вот такой шнурочек у нас получается. Цепочка 70 сантиметров и 1 ряд столбиков без накида. На этом вязание наших пинеточек окончено. Прошу прощения, если где-то недостаточно фокусировалась камера. Ну, я вроде все проговаривала. Если какие-то возникнут вопросы, обязательно пишите в комментариях. Обязательно отвечу всем. Также, если кто-то решится со мной связать эти пинеточки, присылайте свои работы мне на электронную почту, либо в соцсети. Спасибо огромное, что были со мной. Всем ровных петелек. До новых встреч!